Путин признал поражение в войне? Этого не ожидал никто. Заявление прозвучало в прямом эфире. Столкновение в правительственном квартале. Оперативники против военных. Новая серия коррупционного сериала в Киеве. Силовики массово пошли против Кремля. Слова Путина полностью проигнорированы. Столица срочно требует объяснений. Один из главных оппозиционеров погиб на войне. Что произошло? Громкое заявление Минобороны: Россия захватила крупный город, но есть нюанс, досмотрите. Об этих и других самых главных событиях вечера субботы, 27 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта», оперативно о событиях в России, Украине, Белоруссии и мире, раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Столица без света, миллионы людей без воды, отопления и электричества. Треть города осталась без тепла. Новые удары стремящихся к миру россиян привели к перебоям в Киеве. Полиция показала последствия атаки на Киев. Сообщается как минимум о 18 пострадавших, в том числе 2 детей. Повреждения зафиксированы в 5 районах столицы. В Днепровском районе беспилотник попал в 18-этажный дом. На 3-м этаже пожар, идут поисково-спасательные работы. Мэр также заявил о попадании в депо в Днепровском районе. Параллельно жители жалуются на просадку напряжения в сети. Вместо стандартных 230 вольт около 205. Местные медиа пишут, что часть станций метро остались без света. Белый дом, наконец, вывел на свет то, что в Киеве уже несколько дней подавали как встречу, которая может многое решить. Теперь известны дата, место и время, и ставки от этого только растут. Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 28 декабря в Палм-Бич во Флориде. В официальном расписании указано, что разговор начнется в 15:00 по местному времени. Это соответствует 21 по варшавскому. О переговорах с Россией в сообщении Белого дома не говорится. При этом Зеленский ранее анонсировал встречу, подчеркивая, что, цитирую, «многое может быть решено до Нового года». Конец цитаты. Мы с вами говорили об этом в предыдущих выпусках. Украинский президент также говорил журналистам, что 20-пунктный мирный план готов на 90% и задача довести его до 100. В Киеве рассчитывают, что разговор с Трампом поможет закрыть оставшиеся разногласия и приблизить результат. Параллельно сам Дональд Трамп задает тон жестко. В интервью «Политику» он дал понять, что финальное решение по урегулированию зависит прежде всего от него, а не от Зеленского, и добавил, что рассчитывает вскоре поговорить с Владимиром Путиным. В то же время в комментарии «Нью-Йорк Пост» Трамп заявил, что настроен оптимистично и видит хорошие шансы на мирную сделку именно во время визита Зеленского 28 декабря. Обещали довести до конца, а в итоге просто закрыли дело. Международный скандал или обо всем забудут. Так же тихо, как Россия попыталась все замять. Глава МИД Азербайджана заявил, что Баку получил официальное письмо из российского следкома. Уголовное дело по крушению борта «Аз-Ал» под Актау уже прекращено. В Азербайджане это назвали шагом, который вызывает очень серьезные вопросы, и сообщили, что отправили в Москву развернутый ответ. В последние дни азербайджанской стороне было передано письмо, подписанное руководителем Следственного комитета России. И в этом письме внимание привлекли некоторые моменты, которые, мягко говоря, вызвали у азербайджанской стороны серьезное удивление. И один из таких моментов заключается в том, что господин Бастрыкин сообщил информацию о прекращении уголовного дела. Речь о рейсе «Азал», который 25 декабря 2024 года рухнул у Актау после повреждений на маршруте Баку-Грозный. На борту было 67 человек, погибли 38. Осенью 2025 года в Душанбе Путин признал, что самолет пострадал от российских средств ПВО и обещал компенсации и разбирательство. Казахстан при этом публиковал промежуточные материалы и подчеркивал, что окончательные выводы будут в финальном отчете. Теперь Баку публично фиксирует: Россия ставит точку по своей линии, а вопрос ответственности остается открытым. Откровение из Кремля. Новое признание, которое звучит как тревожный сигнал на перспективу. Путин открыто говорит, Россия отстает от Украины в очень важном техническом моменте, а именно о том, что у нее провал по тяжелым беспилотникам типа украинского Vampire или Баба-Яга, и собирается этот пробел закрывать. По количеству дронов, да, не хватает тяжелых, таких как Баба-Яга у противника. В этой формулировке важно не столько они отстают, сколько они понимают дыру и будут догонять, используя деньги
и оборонку. На этом фоне в России сообщили, что компания Dronex работает над тяжелыми транспортными дронами, способными поднимать грузы до 100 килограммов. Разработчик подает это как платформы для новых сценариев применения перевозки особо крупных грузов. События, которые произошли в Купенске, будут неизбежно повторяться. Купенск снова взяли, и снова в пресс-релизе Минобороны РФ заявила, что город находится под контролем российских войск. Но еще в середине декабря главком ВСУ говорил, что Украина контролирует около 90% Купенска, а Зеленский публиковал видео из района города, опровергая заявление Москвы. Но оккупанты в попытке подтвердить записали видео. Правда, на фоне ни единого взрыва, все вылизано и вычищено, но это не страшно. Как видите, ВСУ тут нету. И быть не может, и никогда не будет. Аналитики Института изучения войны отдельно отмечали проблему ложных сообщений о Купенске и признавали украинские успехи на этом направлении. И даже часть провоенных Z-каналов признает, с реальным контролем там все далеко не так радужно, как и в официальных сводках. Новая серия коррупционного скандала теперь трясет Верховную Раду. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли со следственными действиями в Комитет по транспорту и инфраструктуре. Факт подтвердили Суспильному в самом комитете, а НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура параллельно заявили, что раскрыли организованную группу, где фигурируют действующие народные депутаты. НАБУ и САП по итогам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины. В медиа предполагают со ссылкой на источники, что обыски, вероятно, также проходят у отдельных депутатов партии «Слуга народа», включая Юрия Киселя и Юрия Корявченкова или Юзика из 95-го квартала, но официального подтверждения именно по фамилиям на момент записи видео нет. Командир русского добровольческого корпуса убит на фронте. РДК, который воюет на стороне Украины, сообщил о гибели своего лидера и основателя Дениса Капустина или White Rex в ночь на 27 декабря на запорожском направлении. По предварительной версии самого РДК, причина удара FPV-дрона. Другие детали обещают позже, после проверки обстоятельств. Сегодня ночью на запорожском направлении фронта во время выполнения боевой задачи героически погиб наш командир Денис White Rex Капустин. По предварительным данным, прилет FPV-дрона. Капустину был 41 год, в прошлом он был связан с фанатской средой, организовывал ММА-турниры и создал бренд White Rex, а после начала полномасштабной войны в 2022 году основал РДК. В России его заочно приговаривали к пожизненному по делам, связанным с терроризмом и госизменой. Трамп приказал опубликовать все документы по делу Эпштейна, но с оговорками. Во-первых, приказал в своей соцсети, а во-вторых, все документы, связанные с представителями Демократической партии. Демократы те, кто работал с Эпштейном, а не республиканцы. Обнародовать все их имена, опозорить их и вернуться к помощи нашей стране. Радикальные леваки предпочитают отвлекать от успехов Трампа и республиканцев, фокусируясь на давно умершем Джеффри Эпштейне. Просто очередная охота на ведьм. Причина этой истерики проста. В ноябре Трамп подписал Epstein Files Transparency Act, который требовал раскрыть материалы в установленный срок. Но Минюст выдал документы порциями и с большими изъятиями, а затем признал, что обнаружены более 1 миллиона дополнительных страниц, и на полную публикацию нужны еще несколько недель. Демократы в Конгрессе уже обвиняют администрацию в срыве требований закона и прикрытии и угрожают юридическими шагами. Нападение прямо в метро. Преступник достает оружие на глазах у всех. Полчаса, 3 станции, 3 нападения. В Париже мужчина с ножом по очереди атаковал 3 женщин на линии метро номер 3. По данным прокуратуры, он бил без видимого мотива. Одну женщину ранил в спину, вторую в ноги, третью снова в спину. Первые данные говорят, что травмы не угрожают жизни. Подозреваемого, мужчину 2000 года рождения, задержали в пригороде Сарсель. Его быстро опознали по камерам наблюдения служб безопасности транспорта. Он уже был известен полиции по другим эпизодам. Сейчас следователи устанавливают, что же стало причиной этой серии атак.
Масштабное выселение, эвакуацией сложно назвать этот процесс. Жители покидают свои дома, вывозя все, что успеют, все, что попадает под руку. Газа готовится к шторму в палатках на пляже. Медиа показывают аэросъемку лагерей размещенных людей у моря в Газе. Люди живут под тентами, а погода становится все жестче. ООН оценивает, что в секторе повреждены или разрушены от 84 до 92% жилых зданий, а по данным ОСНА около 90% из более чем 2 миллионов жителей Газы были вынуждены покинуть дома. На этом фоне египетский комитет сообщил, что вывез десятки семей с юга на север в Бейт-Лахию и Джабалию. Люди приехали с вещами и начали ставить палатки, которые им выдали прямо перед ожидаемой непогодой. Огромный слив. Данные многих россиян попали к правоохранителям. Вероятно, не только россиян, а всех, кто пользуется российскими сервисами. Яндекс все чаще делится данными с государством. По отчету о прозрачности в первой половине 2025 года компания получила почти 54 тысячи запросов от российских органов на раскрытие персональных данных пользователей и удовлетворила их в 78% случаев. Больше всего силовиков интересовали сервисы Райдтеха. Такси, доставка, каршеринг, самокаты. Там проще всего собрать маршрут, время, адрес и связать человека с конкретной поездкой. И это не единственный тревожный сигнал. В августе 2025-го ФСБ, как сообщалось, требовала от Яндекса круглосуточный удаленный доступ к данным умного дома Алиса. Компания отказалась и получила штраф 10 тысяч рублей. Параллельно растет и число выполненных запросов по праву на забвение. Ссылок удаляют больше, чем раньше. Ну а для того, чтобы защитить свои данные в сети, теперь и у нас есть для вас хорошее, надежное предложение Next Step VPN. Когда происходят большие события, самое страшное не то, что случается. Самое страшное — не знать, что происходит. Не иметь связи с родными, не видеть новостей, не понимать, что делать и куда бежать. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.